Всем привет! Добро пожаловать в наше новое видео и приятного вам просмотра. Сережа, всем привет! Мы тут собираемся по делам. Не знаю сегодня, как будет там у нас с заторами, потому что вчера были очень сумасшедшие заторы. Мы с нашего района выезжали через 3 точки и еле выехали. У меня практически прошел насморк, и мы уже практически повыздоравливали все, так что надеюсь, что уже не зайдем снова в эти болезненные будни, вот. И нужно поехать забрать, кстати, у нас еще сегодня нужно забрать нам, мы вчера заказали для стиральной машины ТЭН, и в сервисном центре нам сегодня пришло уведомление, что оно уже находится в пункте выдачи, и мы можем подъехать и забрать его. Так что мы еще сегодня должны прорваться как-то в сторону Петровки, потому что вот Петровка это вообще какой-то заблокированный микрорайончик, и туда вот прорваться очень сложно. Но все же для того, чтобы ТЭН забрать и все-таки запустить нашу стиралку, нам придется это сделать. Так, мы уже забрали ТЭНы, пробрались все-таки сегодня мы еще и на Петровку, у нас получилось. В общем, мы купили 2 ТЭНа, заказали 2, почему? Потому что у нас одна стиралка, это новая, и в ней накрылся ТЭН, но мы впервые поняли, что его можно заменить. У нас стоит одна стиралка вообще, ну, она старая, но уже очень давно она перестала греть, мы ее отставили, и она стоит в гараже. И мы подумали, что, ну, в принципе, как-то, может, мы вызовем мастера, и он нам заменит ТЭН. Но вот сейчас, когда нам пришлось в новое менять ТЭН, мы все-таки решили и туда. У нас старая эта стиралка, это горение. И в горении, из-за того, что эта модель уже не выпускается, нам раньше говорили, что этот ТЭН там, ну, обойдется очень дорого, то есть это будет этот ремонт, нам шкурка вычинки не будет стоить. На сегодняшний день из Whirlpool мы подобрали ТЭН, ну там они, короче, мы заказали эти детали на сайте Service Market. Service Market это такой универсальный сайт, он очень много разных деталей по... В общем, я вам так скажу, я позвонила в Electrolux, и Electrolux сделал заказ мне в Service Market. Когда я позвонила в Electrolux к стиралке подбирать ТЭН оригинальный, они заказали мне в Service Market, и я должна была подъезжать в Service Market на выезд. Но оригинальный оказался намного дороже, считайте, в 4 раза. Хотя мне сказали, что в принципе, ну, это не имеет значения большого, оригинальный будет стоять ТЭН или нет. И мне посоветовали все-таки поискать не оригинальный, потому что, ну, 4 раза разница, это все-таки существенно. Вот. Ну и я так подумала, что почему бы мне не поискать. И когда я стала искать ТЭН, альтернативу, я дозвонилась в Service Market, сделала заказ, и мне говорят, а у вас уже здесь висит заказ, вы уже заказали оригинальный Electrolux. Я говорю, ну, я вообще-то не у вас заказывала. Она говорит, ну, вообще-то у нас все детали, получается, Короче, это универсальный сайт оказался, на котором можно купить детали к любой бытовой технике. От холодильника. Да, и там вот мы сейчас подъехали в пункт самовывоза, и там даже на месте можно прийти, ну, вот сейчас в карантин нельзя. Сейчас можно только через сайт. И мы спросили у ребят, которые там работают на выдаче. Вот. А если, например, не карантин, то мы бы пришли просто с ТЭНом, нам бы ребята просто подобрали сразу же универсальную альтернативу из другой какой-нибудь фирмы. Ну вот мы сейчас взяли для Electrolux термоват
взяли. Вот такую вот, ну, для нашей модели Electrolux. А для горения мы взяли от Whirlpool. От Whirlpool машинки стиральные. То есть, ну, они одинаковые приблизительно, но там есть разница, потому что и тот у нас сразу с встроенным датчиком. То есть датчик не отдельно покупается, а сразу с встроенным датчиком. Стираться нормально. Ну, опять же, да, просто в той старой стиралке можно будет стирать какие-то такие вещи, ну, например, с бетоном, которые связаны то, что у Сережи со стройки. Потому что, получается, когда стираешь одновременно в одной стиралке и то, что с бетоном связано, и то, что ну, домашнее, то вот стиралку нужно пропускать цикл в холостую для того, чтобы она очистилась, ну, в холостую в плане с порошком или там с каким-нибудь чистящим средством, для того, чтобы она очистилась от бетона. И это не очень удобно. А можно прекрасно обходиться этой старой стиралкой для постирки вот этих вот вещей, которые Сережа, когда делает ремонт, то, ну, у нас, в принципе, это не проблема, мы стираем в основной нашей стиралке, но можно обойтись и стирать в этой старой. Короче, у нас теперь все стиралки будут в доме починены благодаря тому, что мы нашли такой уникальный сайт и делимся с удовольствием с вами этим прекрасной нашей находкой и прекрасным решением, которое, ну, помогает, ну, нам обойтись пока без мастера. Может, ну, сейчас запустим, посмотрим еще, но пока без мастера обходимся. Ну, у нас есть мастер, но он не профессиональный, он такой дилетант. Ну, то есть я могу вытянуть и вставить на место рабочую деталь. И всё, Да, и вот продиагностировать, ну, если бы это было что-то посерьезнее. Если платно, то нет, я не знал. Не, ну плату никто не может чинить. Нам приходил мастер, когда у нас плата навернулась, он сказал, все, ну это реально. Если плата, программное обеспечение в стиралке слетает, то там плата стоит так дорого, что, ну, этот ремонт будет, ну, плюс еще услуги ж мастера, плату нужно заказать. Мы когда-то индезит, помнишь у нас? Мы просто выбросили стиралку, потому что, ну, нам сказали, что стоимость платы и стоимость ремонта нам обойдутся так, что почти можно купить новую стиралку. Может быть, не индезит, ну, мы тогда и приняли решение, ну, тогда уже доложим и купим стиралку. Да? Да, хотя, если вот так вот, может... Да, может, если... Ну, тогда не было так не было популярно это. Популярно, но не... что можно было найти в интернете. Ну, да. Но это было просто много лет назад, лет 15, да? Если не больше. Сколько тебе лет? Кстати, у меня скоро день рождения, но я его праздновать не буду, потому что это дата, которую не празднуют. Ну, мы посидим по-семейному, естественно. Ну, но шумной вечеринки и празднования мы не организовываем, потому что есть даты, которые не стоит праздновать. Да, короче, Сережа назад же поставил этот наш старый тен, чтобы не забыть, да, откуда какой включатель. И теперь снимаем это нашу Electrolux, которая 8-килограммовой загрузки. Что нужно сделать? Просто открутить один этот, да, гаечку, да, и снять все штекеры. Штекер, который датчик температуры, подача электроэнергии, и вот это что такое? Это масса. И масса. Заземление. Ну, то есть подачу электроэнергии и штекер температуры. Все. О, а что ты так туда стукнул? Это нормально, да? Было? Угу. Чтобы вытянуть. Можно аккуратненько. Аккуратненько. Вот и все. Вот И все? Да. И он Вот и вынялся. И вот, пожалуйста, вот здесь у него место, где он стоит. Но мы, кстати, купили только уже... надо быть внимательными, потому что там есть специальное еще место, чтобы тены стояли, там есть пазик специально, надо именно... Да, стоять. и нужно не любой тен, потому что у нас два похожих тена, но, как оказалось, один длиннее, другой короче.
Так, и осталось только вот эту вот заднюю крышку установить. Ну, она вообще легко устанавливается. Там 4 шурупчика, да? Она становится на свое место. И 4 или 6, да? Шурупов. И все. Ну все, и все собрано, все разобрано. Шурупы или болты это называется? Болтики. Болтики, шурупчики. В общем, закручивается и будем запускать сейчас. Сейчас я ее, кстати, протру сзади. Она у нас стоит в кладовой. Ну, вернее, это пока еще не действующий санузел. И она запылилась совсем здесь. Так, ну и у нас вот я заехала сегодня, специально забежала в АТБ. Вот такую вот 100-граммовую кислоту. Купила лимонную. И будем пользоваться таким очистителем, потому что для чайника от накипи это самое эффективное. Мы хотим то же самое произвести с стиралкой, потому что мы уже не раз так очищали стиралку. Так, где взять кипячение? Вот это Кипячение это вот, и включить нужно 90 градусов. Кстати, у нас на этом экранчике можно было проверить, какую ошибку выдавала. Так. И так. Ты туда будешь закидывать прям внутрь? Вот так вот запустим. Ага. Для того, чтобы запустить, закинуть внутрь эту. А сколько мы будем использовать? 3 штуки, наверное. Значит, будем использовать 3 кислоты. Кстати, у нас уже сейчас очищается. Я накупила кислоты, сейчас все почистим. У нас уже закинули посудомойку, очищаем. Кстати, кислота самое действенное средство. Я уже покупала разные немецкие, польские, итальянские средства для очистки. Самое эффективное оказалось это лимонная кислота. Ты ставишь на паузу и в барабан, да, будем закидывать? Ну, это все в барабан. Потому что там вода все равно холодная. Можно было, чтобы там промылось, но там все равно идет сплошная. А ты 90 включил градус? Ага. Вот у нас тут стоит 90 программа. И вот тестовую будем запускать 90, потому что нам нужно проверить, греет ли она или нет. А это будет ясно только на этапе, когда, она может нагреться. И ощутить можно будет по дверце. И, кстати, дверца внутри тоже очистится благодаря лимонной кислоте. Только я не знаю, сколько оно нальет воды. Все, в общем, запустили и будем проверять. Так, можно сказать, что стиралка греет. Но единственное, нам пришлось все-таки еще раз раскручивать заднюю крышку. Почему? Потому что вот желательно сразу проверять, чтобы тен не протекал. То есть вы установили тен, но желательно сразу проверить, чтобы ничего нигде не протекало, а потом уж закрывать крышкой задней. Но, в общем, в нашем случае мы перезапустили сейчас все. Все работает идеально. Вот сейчас я чувствую тепло, поэтому я понимаю, что теперь уже у нас вода греется в стиралке. И, соответственно, стиралку мы починили. Так, а вот эта вот старая дряхлая наша старушка осталась. И поэтому, это очень старая модель. 6 килограмм, кстати, загрузки, но при этом такой огромный барабан. Вот эту, кстати, резинку мы видели в сервисном центре. Можно тоже купить отдельно и заменить. Но мы надеемся, что это очистится. Это у нас стиралка, она уже давно стирала строительные вещи. Поэтому она, в принципе, сейчас уже стояла в кладовой. Мы просто изначально не знали, что она не греет. И вот оно не отстирывало, мы не понимали, почему. Но, тем не менее, хоть она и старая, какого ты сказал года? Вон, смотри, 0,7-09-6. 6-го года. Тен в ней одинаково установлен, смею заметить. И все точно так же. Так что просто нужно сейчас снять этот тен и поставить новый. Она рабочая, единственное, не греет воду. Ага, а датчик другой. Здесь надо датчик свой оставлять. Да? Да. А это можно оставить датчик, да? Ну, а вдруг он не работает? Если рабочий, значит перепаять надо Вот эту надо. Два проводка переделать. А.
Ну, короче, в общем, Сережа сейчас будет менять еще здесь тен. И ее просто очистим хорошо. И будем стирать в ней вещи для для стройки. Ну, то есть все строительно. Плюс какие-то там покрывала, которые мы завешиваем, тоже строительные разные вопросы. В общем, все, что после стройки, будет идеально отстирываться в этой стиралке. Здесь еще вот такая механическая вся система, поэтому она очень даже неплохо. И поставим ее где-то, где у нас есть место, и она, ну, у нас будет прачечная, поэтому туда можно будет, кстати, ее поставить, поэтому у нас она не пропадет. Так что за сегодня мы сделаем все стиралки в нашем доме. Сереж, ты сделаешь? Да, я трогала, я только что трогала. Там уже та работает 100%. Эту сейчас Сережа тоже заменит тен и будем проверять, потому что нам тоже нужно ее проверить. И потом мы ее полностью очистим и вымоем здесь из шланга, и она будет чистая и будет тоже действующая. Ну, кстати, здесь шумоизоляция еще стоит. Да, а там в той нету? Нет. Смотри, он какая-то толстая, поклеенная. Это что такое шумоизоляция? А, такой ватин. Раньше устанавливали. В этой стиралке, которая новая, там не стоит такой ватин, шумоизоляция. В общем, Сережа сейчас разберет, все сделает. И у нас будет действующие 2 стиралки. Вернее, у нас 3 стиралки. У нас одна в гостевой зоне стиралка, но она тоже на 6 килограмм загрузки, но у нее меньше даже барабан, чем у этой. У этой такой огромный барабан, как в нашей 8-килограммовой загрузки стиралки. Но здесь еще нет датчиков замера этого, которые замеряют весы. Потому что в новой, в нашей есть весы, и там не перегрузишь ее. А в этой нет весов, сюда можно и 8 килограмм закинуть и спокойно стирать. Но я же говорю, мы стирали там, допустим, вот эти куртки, которые вот здесь на стройке, которые Сережа одевает, и потом они все в бетоне, в каких-то там, например, стяжках, ну вот эти вот всякие ротбанты, сатангипсы, и вот эти все куртки мы закидывали в эту стиралку старую и стирали. Ну и она нам до поры до времени служила. Смотри, какой датчик. Какой? Чистенький. Рабочий. А, то есть мы его переустановим просто в тот тен. Датчик выглядит вот так. Его можно, кстати, переустановить. Если он рабочий, то, в принципе, ну, как бы не страшно. У нас тогда штекер подходит. Короче, она нам служила до поры до времени, пока мы не обнаружили, что все-таки почему она вообще не отстирывать стала эти. Потому что она просто не греет. И все. И мы ее закинули просто в гараж, и она стояла длительное время, вообще ничего мы с ней не делали. Кстати, Сереж, ты видел, что здесь Made in Словения еще, слышишь? И, кстати, для того, чтобы вам у старой стиралки заказать тен, нужно озвучить вот это вот артикул и модель. Но чаще всего достаточно просто модель. Господи, там тен так прикипел, что Сережа не может его вынять просто. Да? О, уже резинка, допустим, ну и что дальше? Ты туда ее засунула. В общем, Сережа здесь трудится, но не знаю, достанем мы его или нет. Может, разломаем полностью стиралку и уже наконец-то ее выбросим. Нет, сейчас достану. Достанешь? Без лома. Против лома нет приема, да? Да тихо, ты там сейчас треснет сам барабан. Ты туда продел, а тебе нужно было сюда, наоборот, его Знаешь, ее нужно выталкивать. Сейчас возьму ножик, разрежу. В общем, очень сложная система. Здесь, получается, вот здесь вот эту резинку разнесло, и она не пролазит сюда. Да? Или Да. что? Она сначала была прикипевшая, а потом Сережа ее туда толкнул, и теперь она туда... Это ее там разрезать нужно. О, там тоже накипи, конечно. Полно. Так, конечно. Представьте себе, и в таком состоянии она стирала. В общем, оно там током долбешило.
В общем, нужно сейчас все, Сережа, Вот качество, смотри. разобрать. Вот это качество машинки, да? Вот тен качество, который должен развалиться. А у нас не разваленный, идеально красивый, но не Ага. рабочий. Да, конечно, не идеально красивый практически. Нет, у нас... Короче, Стой, Сереже машинки. придется здесь полностью все разбирать, потому что там нужно внутри очистить то, что... Нет, нужно вот эта вот часть, вон отломалась, вот сюда я ее вывалил. Ну да, очистить. Да. Ну да, я так и сказала. Сереж, что ты там делаешь? А? Придумал свой метод. Да? Да. Что, ты не будешь разбирать, ты имеешь? в виду? А, там вон я вижу, там какая-то гадость, да, валяется? Мне нужно, Кусок этого. Ага. мне нужно вот эту вот штучку достать. Ага. Можно я Сейчас, одну секунду. ее сниму? Ну ты покажешь, да, какую Не, штучку? я не покажу, я не достану. Ну, мне подожди, надо- мне нужно достать, но я не покажу ее. Я ее не достаю. А, я вижу. Это для тена. Я Это вижу. чтобы тен не прикасался к этому. К стиралке. К пластику. А, к пластику? Да. Ну там еще тоже надо вычистить, да, эту всю. Вот это в барабане тоже нужно вычистить, там очень много разной гадости. Так а что ты ее хочешь установить там или что? Да. А, она просто отпала, да? А ее нужно установить. Ну, то есть Да. нужно проверять, чтобы она там установлена была. Ну, вот это Вот этот барабан, он пластиковый, и для того, чтобы тен к нему не прикасался, нужно, там установлена такая штука, если она у вас отломана, то желательно проверить это все тоже, да? А у нас в новой все было в порядке не, просто. в новой нормально, оно ж не разложилось. Это из-за того, что разложился тен, А, ну его и раз развернула. Мгм. развернуло. А для того, чтобы ее вставить, надо разбирать барабан. Ага. Я пытаюсь без разборки Вставить эту штуку, да? на место, да. А, это такой штекер для тена, можно сказать, да? Да, это как вилочка такая. Ага, понятно. А что ты здесь хочешь проверять? А мне надо залить ее. Так, Сережа уже поменял тен, и мы будем включать ее на проверку, эту машинку. И проверять мы ее... Ты уже прикрутил, да, тот? Ага. Сережа хочет сразу изначально же проверить, течет или нет. Да? Да. А сразу видно будет, если течет. Если протекает, то А где оно должно? вон, смотри, видишь? Уже протекает? Вон, Ты видишь? уже видишь? Да, вон, маленькая. Ага. И что теперь делать? Поджать надо. Поджать тен? Да. И думаешь, оно все будет в порядке? Ну, так и делается. Вот, смотрите, капает. Вот здесь видно. Но и при этом не надо еще включать в розетку. Я сейчас чуть-чуть подожму. Ага. Только не пережать, потому что вот эту пластину можно выгнуть, если пережимать сильно. Они не сильно, да, вот эти у дешевых тенов, они не сильно надежные, эти пластины, поэтому не пережимайте. Ты типа вытрешь сейчас, да? Да, и сейчас она И постоит. будет видно, да, оно Да. течет или нет. Оно уже, по-моему, не. Оно так приличненько текло, а теперь уже все. Все, не течет. Все, короче, не течет. Можно запускать. Но опять же, мы опять же с лимонной кислотой это будем делать. Ну, Ну, там надо- ты не вытер просто. Ну, это... надо подождать просто. Сейчас запущу ее. Мгм. И так остается ее только очистить со всех сторон и изнутри. Изнутри это первая очистка, которую мы будем производить. Вот 95. Не, сейчас надо включить, чтобы оно типа Что? слило и центрифугу. Слила воду? Да. Смотри, Вот вот центрифуга. Ага, все. И, наверное, и будет и слив, раз центрифуга. Да? Оно. Да. А ты включил розетку? Да. Все, значит, да. Нажимай. А то полоскание с этим. В общем, тут еще разобраться в этой старой модели нужно. Но она не сложная, просто сейчас уже все на кнопочках, ничего не надо это разбираться. Еще и написано все по этим. А старые модели, они были так, вот эти значки, потом нужно было посмотреть в этом, как она, в инструкции, что обозначает каждый из значков. Вот, поэтому
Нужно просто вспомнить. Фу, какая грязная вода. От чего? Ну, это ж всё А, это вот та гадость, которая была на этом, да? Вытекает. В общем, мы сначала сливаем первую воду, а потом Сережа зальет и будем с кислотой ее пропаривать. Нормально, да? Да, и смотри, как работает. Этот. Маслает, да? И да, выплевывает воду всю. Ага. Какое давление создается. Угу. Короче, я вам скажу, цель задана и выполнена. Мы сейчас еще очистим эту стиралку. Все работает, так что у нас теперь стиралок в доме, хоть отбавляй. Но все они нам пригождаются, потому что в гостевой зоне, когда у нас гостят друзья, и ну, часто бывает так, что по несколько дней, то мы не пользуемся той стиралкой, пользуются друзья, а мы пользуемся только основной. Ну, а вот для ремонтных и строительных вещей нам вот не хватало как раз стиралки, поэтому теперь она у нас будет. Ну, в эту стиралку мы, короче, решили, что мы 4 упаковки вот такие по 100 грамм лимонной кислоты кинем. Потому что та, кстати, хорошо очистилась, и внутри дверца даже. Но она еще не закончила стирать, но уже видно, что там все хорошо очистилось. У этой, конечно, проблем хоть отбавляй. Здесь барабан хороший. Я надеюсь, что все очистится. Но меня вот это волнует резинка. Она вообще такая отвратительно выглядящая. Да? А я керхером почищу. А, можно еще, да. У нас есть пароочиститель керхер, и если не очистится, то остальное Сережа очистит этим керхером. Мы, кстати, включили 95 градусов. Но единственное, нужно, здесь она не подключена к воде. Нужно контролировать, потому что ей нужно подключение. Нагревает и не протекает. Сережа весь грязный, но машинки починены. Нагревает. Вот здесь вот трогаю, теплое уже стекло. Ну, хотя мы находимся же на улице, и вода была холодная полностью. Да, вода полностью была холодная? Или ты теплую набирал? Нет, вон потрогай, ведре какая. А, холодная. Вот. В общем, нагревается вода, все в порядке, так что это тоже... Сережа хочет полностью ее очистить, она будет более чистая, естественно. Но она у нас она уже очень давно стояла просто в гараже. 3 года, наверное, стояла И в гараже. больше. Ну, когда мы эту купили большую себе, эту вообще мы откинули. Короче, эта стиралка, получается, она просто простояла, пропылилась. А вот смотри, я вот Поэтому ее просто нужно очистить. очистить. Почистила, а вот это не чистила. Смотри, здесь белая, здесь желтая. То есть ты очистишь ее, да? Да, ну белая. Ну и все, она будет у нас в прачечной стоять, и она будет более чистая. Вот часть, где с анклином почищена, вот эта, она белая, а дальше пошла желтая. Вот Сережа ее очистит, чтобы она была более-менее вся одинаковая. Ну, плюс еще стенки нужно ее почистить. В общем, ее полностью очистить. Она сейчас, когда постирает тестовый вот этот с лимонной кислотой, потом мы еще с порошком сделаем тестовую стирку. Ну, я думаю, наверное, придется еще раз с кислотой. С кислотой недостаточно, да, потому что она очень давно... Она стояла, ну с нее, смотри, она стояла, я просто сейчас тебе покажу по пластмассе. Смотри, с нее просто само по пластмассе подпрыгивало все полностью, само по себе, я даже ничего не чистил. Ну, короче, в общем, нужно ее хорошо очистить будет, и все, и она нам будет служить. Кстати, Сережа практически очистил по верху всю стиралку. Уже остается там кусочек маленький. И практически вот этот вот весь силиконовый барабан за время, пока оно прогревается с кислотой, вы помните, какой он был черный весь и отвратительно ужасный. И вот, посмотрите, он полностью практически отмылся. Вот это грязная вода. А сам вот этот силиконовый, резинка силиконовая, которая уплотнительная, она полностью стала светло-серого цвета. То есть вот это темное, это только, вот вода просто, это то, что в барабане весь налет, который там образовался за время, пока она стирала холодной водой. Вот.
Так что это очень даже эффективное средство, вот лимонная кислота, для того, чтобы хорошо очистились все агрегаты внутри. Потому что какие мы только не пробовали средства, они вот так эффективно, как лимонная кислота, не очищают. Я уже проверяла много разных. И нам еще нужно вот этот отсек еще хорошо очистить. И Сережа здесь вот прошелся этим санклином для акриловых. Но если начать очищать сильнее, то тогда... Вот оно виднее. Вот видно, желтое. Вот такое желтое. А сейчас, если вот так вот потереть, Ага. немножко, вот она. Не, ну я говорю, если сильнее, то уже постираются Не, буквы. Видишь? Не Вон. стирается. Смотри. Ага. Это вот этот акриловый наш любимый, который я показываю во всех. Это наше универсальное средство. Можно сказать, оно оттирает все, даже застарелую желтизну на пластике. В общем, очень эффективное средство. Короче, она будет чистой и рабочей.